Всем привет! В этом видео хочу поговорить о ситуации, когда вы очень сильно стараетесь повысить свою продуктивность, выход дел, чтобы у вас было больше галочек, стараетесь, но не очень-то это получается. Вот что-то такое происходит, что постоянно вам мешает. Скорее всего, в этом виноваты определенные привычки, потому что это привычные действия, которые выполняются автоматически и дают какой-то результат. И мы в этот момент как бы не осознаем, что мы это делаем. В целом, привычки — это хорошая, полезная вещь, которая помогает нам не перегружать наш мозг. Как раз-таки мозг спасается тем, что он автоматизирует какое-то количество процессов, за счет этого освобождается энергия для того, чтобы мы там соображали, принимали решения, творили, вытворяли и так далее. Вот. В целом это хороший механизм, но бывает такое, что мы формируем какие-то привычки, иногда даже неосознанно, чаще всего это происходит, которые на самом деле нам вредят. Есть какие-то очевидные вещи, которые нам вредят, там, например, курение, алкоголизм и так далее, ну, какие-то такие прям очевидно вредные привычки. Но есть какие-то маленькие автоматические действия, которые подтачивают наш день. То есть вроде бы мы в течение дня что-то делаем, но вот эти вот вещи, они как бы ухудшают в целом нашу продуктивность, нашу эффективность, снижают количество дел, которые мы могли бы сделать просто потому, что мы выполняем эти самые автоматические действия. И первая вредная привычка — это привычка откладывать дела на самый последний момент. То есть если у вас есть какие-то определенные задачи, которые, ну, там, одна, которую вы пару раз вот так вот отложили до самого последнего, это, скорее всего, проблема с задачей. Но если у вас есть целый ком задач, каких-то целей в течение дня, которые вы регулярно откладываете на конец дня, на конец месяца, еще что-то, то есть определенный вал информации, которую вы откладываете на самый-самый последний момент, скорее всего, это привычка. То есть вы систематически изо дня в день игнорируете, откладываете, заставляете себя как бы делать все, что угодно, но только не эти задачи. Это, скорее всего, вредная привычка, которая нам кажется, что, ну, это не совсем привычка, это просто какой-то неправильно сформированный день, но за счет того, что привычка автоматическая, мы ее делаем неосознанно, и мы неосознанно откладываем эти дела, но когда вы ее осознаете, скорее всего, вы отловите себя на том моменте, когда вы в очередной раз пойдете делать что-то другое, что-то отвлекающее, что-то не совсем нужное, вместо того, чтобы пойти и делать какую-то важную задачу, которую уже дедлайн там мигает очень близко. Следующая вредная привычка, она так проистекает из мультитаскинга, из многозадачности, потому что, в принципе, про многозадачность очень много все говорили, что это вредно, это неправильно, это тоже вредная привычка, когда вы все делаете одновременно. И это касается именно каких-то умственных задач, то есть если вы там убираетесь, слушаете подкаст, это не многозадачность, потому что вы делаете какое-то физическое действие и умственное, это немножко разные задачи, их можно совмещать, но если вы слушаете подкаст и смотрите видео, это две противоборствующие задачи, вы не будете делать ни то, то есть ваш мозг будет метаться, и это бессмысленно, вы как бы не усвоите информацию. Это мы усвоили. Но есть еще одно такое ответвление этой привычки, это не завершать дела. Вроде бы вы разделили все свои дела, но вот вы доходите до самого конца практически, вам остается совсем чуть-чуть, и вы уже бросаетесь на следующее, потому что когда вот мы особенно какое-то такое грандиозное дело заканчиваем, какое-то такое вот, что вы долго собирались его сделать, вы его закончили, и у нас такая обычная эйфория, что нам хочется еще, вот, чтобы вычеркнуть из своего списка. Нас это захватывает, и мы начинаем хвататься за все подряд, и вот эти вот маленькие кусочки у нас регулярно остаются. То есть какой-то последний шовчик, последняя проверочка, там, последний абзацик дописать, еще что-то. То есть вот эти хвосты мы оставляем, потому что, ну, большой объем-то мы сделали, вроде бы в голове уже вы себе поставили галочку, ну, там какая-то мелочь осталась, пару минут. Но очень часто в конце дня вы понимаете, что до конца вы вообще ни единой задачи не довели, что тоже, в принципе, конечно же, снижает всю вашу продуктивность за весь ваш день, потому что, ну, бывает, что там не 5 минут, а полчаса, и там еще 5 минут, и там нужно закончить, и там закончить, в итоге вы там закончите под утро, так что нужно все-таки себя останавливать и усаживать в последний момент, заставлять доделать до конца, до последней точки, и только тогда начинать следующее дело. Еще одной вредной привычкой, которой страдают многие, кто гонится за эффективностью, за продуктивностью, чтобы успевать больше, это перегружать себя. То есть, когда вы пишете в свой список
заведомо больше дел, чем вы можете сделать. То есть чем может вообще уместиться в сутках. Это именно привычка в какой-то момент вырабатывается. То есть загружать себя по полной, перегружать себя максимально для того, чтобы, ну, не знаю, кажется в этот момент, что вы будете более эффективным, более продуктивным, потому что вы сможете больше. Скорее всего, эта привычка началась в тот момент, когда вот у вас получилось в какой-то день выполнить все, что вы себе запланировали, больше, чем вы себе запланировали. Ну, вот так вот сложились обстоятельства, хорошо сложились обстоятельства, что у вас получилось. И вы такие: о, я же так могу, у меня же так получается. И давай себе каждый день приписывать по 2, 3, 4, 5 дополнительных дел, которые сверх вашей нормы, и пытаться их выполнять. Ни к чему хорошему это не приводит, конечно же, вы регулярно себя перегружаете и не можете остановиться, потому что вы уже автоматически это делаете в какой-то момент, поэтому это очень плохая привычка, потому что перегружать себя, конечно же, невозможно, мы не роботы, мы живые люди. И, конечно же, от перегруза идет усталость, накапливается усталость, и, конечно же, потом уже идет снижение продуктивности в целом. Так что лучше все-таки пересмотреть немножко. Еще одна вещь, которую можно отнести именно к привычкам, если вы ее постоянно делаете, достаточно на продолжительном отрезке времени, и уже не понимаете существование без этого, это инструменты для продуктивности, для отслеживания, для планирования, когда их очень много. Когда, например, у вас там 10 трекеров различных, вы привычки и рабочие какие-то задачи, все тречите. У вас миллион списков в течение дня. То есть не только список на день, но у вас есть какие-то текущие, есть какие-то дополнительные, есть какие-то там еще чьи-то отслеживания и так далее. Когда у вас очень много инструментов, то есть особенно если у вас есть бумажный, у вас есть электронный, у вас есть какие-то стикеры, вам кто-то звонит, напоминает и так далее. Ну, как бы когда вот этот вал информации, он распределен по массе источников, и вы постоянно к ним обращаетесь, то есть вы, во-первых, уже не можете вообще понять, что вам дальше делать без списка, ну, как бы это, в принципе, частая задача, чтобы не забивать сильно себе голову, но когда вам нужно обратиться к десятку списков, а потом в конце дня заполнить все трекеры, все списки, все вычеркнуть, то есть потратить на это очень много времени, и вы понимаете, что без этого вы уже не можете, то есть это ваша структура, которая вот вас поглощает, то это уже привычка, и это уже вредная привычка, потому что если вы тратите на планирование и отслеживание своих задач больше, чем на сами задачи, гораздо больше, то, ну даже если равноценно, то это уже проблема, это уже то, с чем нужно работать, нужно все-таки себя разгружать, нужно выбирать все-таки какое-то одно направление, один источник, то есть либо электронный, либо бумажный, уже как-то определитесь. Плюс все-таки как-то совмещать все ваши там трекеры, все ваши списки, сокращать их количество. Не надо себя перегружать, не нужно перегружать себя и теми инструментами, которые вы используете, потому что инструменты для планирования должны помогать, а не перегружать. Еще одной вредной и, я думаю, очень распространенной привычкой является то, что вы используете телефон как отдых от вашей работы. Особенно, если вы работаете на ноутбуке, с компьютером, еще с чем-то, когда вы пялитесь в монитор, и для того, чтобы отдохнуть от одного монитора, вы переключаетесь на другой монитор. Понятное дело, что со временем это начинает снижать вашу продуктивность, так как ваш мозг не отдыхает. То есть вы на самом деле не переключаетесь. То есть вы просто меняете один экран на другой. Особенно если вы что-то читали такое по работе, и вы начинаете залипать на новостях, на каких-то просто статьях рандомных, еще о чем-то. Там в инстаграмчике что-то почитать. То есть опять много-много текста, много информации. То есть вы только что себя загрузили одной информацией, и тут вам следующая информация. Даже если вы картинки смотрите, просто пролистывайте, это тоже информация, которая перегружает наш мозг и не переключает его с одного вида деятельности на другое. Если вы много пялитесь в экран, это ваша работа, то лучше все-таки во время отдыха не смотреть ни на какой экран. Лучше посмотрите в окно, лучше пройдитесь, сделайте что-то физическое, отключите свой мозг от поглощения информации. Потому что, повторюсь, в такой долгосрочной перспективе это очень сильно снижает нашу продуктивность, потому что уставший мозг не перерабатывает достаточно хорошо информацию и очень мало это делает, потому что у него просто нет ресурсов. Вы его в какой-то момент измотаете до той степени, что уже не сможете вообще нормально соображать. И, понятное дело, ни о какой хорошей продуктивности, да и вообще о продуктивности не может быть и речи.
И последняя такая достаточно сложная привычка, о которой я хочу поговорить, но я очень хочу ее упомянуть, это то, что мы зачастую в течение дня не задумываемся о процессах, которые у нас происходят, рабочих, учебных, каких-то важных для нас. То есть, да, я сказала о том, что привычка – это то, что автоматизировано, то, что вот мы на автомате делаем неосознанно, это хорошо, но бывает такое, что мы как бы привыкаем делать слишком много вещей на автомате. То есть мы уже по привычке делаем какие-то рабочие, повторюсь, учебные задачи, которые не должны быть на вот этом уровне автоматическом. Они должны быть как раз-таки на очень осознанном уровне, когда вы продумываете, когда вы думаете, как все это поглощать. Самый простой пример, когда вы открываете учебник и просто начинаете читать по привычке. То есть вы не анализируете информацию, вы просто вот читаете, потому что читать – это привычное действие, это очень простое действие. И вы как бы вроде поглощаете информацию, но делайте это не активно, что, в принципе, не очень сильно эффективно. То же самое с рабочими задачами. То есть есть задачи, которые из раза в раз у вас повторяются, и в какой-то момент вы начинаете выполнять их автоматически. Да, есть ряд задач, которые можно так делать, но зачастую все-таки нужно включать мозги, нужно включать осознанность, нужно включать, ну, как говорят, думалку. То есть, что нужно продумывать, как и что вы делаете. Плюс, когда вот вы автоматизируете те процессы, которые не очень-то и нужно автоматизировать, вы теряете производительность, потому что, возможно, в какой-то момент то, как вы выполняли это действие, это было эффективно. Но все меняется, задачи меняются, а вы как бы по накатанной идете, по накатанной. То есть выполняете определенный ряд действий. А если бы вы остановились, подумали, проанализировали, как сделать эту задачу все-таки немного иначе, скорее всего, вы бы нашли более эффективный путь. Но для этого нужно остановиться и подумать над тем, как выполнять ту или иную задачу. Поэтому я как бы говорю о глобальной привычке делать все на автомате, отключать мозг и что-то там, не знаю, сериальчик на фоне, и вы там что-то делаете, что-то копаетесь. Повторюсь, для каких-то определенных действий это хорошо, это полезно, то, что особенно механически делается, это хорошо, это ускоряет даже процесс в какой-то момент, но если у вас какие-то задачи и учебные, рабочие, которые требуют ваших ресурсов, которые, результаты которых важны для вас, нужно все-таки в этот момент включиться. То есть постараться именно намеренно включиться в этот процесс, подумать, продумать, как это все происходит, почему это так происходит, какое вы хотите принять решение и так далее. Так что, надеюсь, этот список вам поможет, вы будете более продуктивным, более эффективным. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.